Ты когда-нибудь встречалась с дискриминацией? Даже не знаю. Сложный вопрос. Знаю лично людей, которые принципиально не нанимают девочек. Мы с подругой, опять же, когда учились в университете, мы ходили с ней и думали, что, ну мы, наверное, торговать капустой пойдем. Потому что, а как мы туда придем, где я и где этот подвал с этими бородатыми мужиками? Ну, это же невозможно. Давай представим, что ты пришла на какую-то встречу, где много людей, да? Как тебе кажется, сколько будет примерно за столом мужчин, сколько женщин? Я думаю, мужчин будет 90%. Есть ли у тебя какое-то ощущение, что ты по-разному немножко ведешь себя, вот когда за 90% за столом людей мужчины? Наверное, страшнее что-то предлагать свое. Когда на встрече их много, и ты одна, и они все орут, просто иногда сложно бывает перекричать. Ты когда уходила, тебе не было страшно растерять свои какие-то навыки и конкурентное преимущество? Да, конечно, было страшно, и мне и сейчас тоже страшно. Но я очень хотела быть мамой, я поэтому была готова чем-то жертвовать. Говорят, не женская работа. Вообще, просто, наверное, с техническим бэкграундом не так много девушек. Веришь ли ты в будущее, где у женщин и мужчин равные возможности? Мне кажется, оно есть. Сейчас у женщин и мужчин равные возможности. Нет, не равные возможности. Юридически равные. А контекстуально, культурно, социально абсолютно не равные. Ребята, вы чего? Серьезно? Ребята, вы не переживайте, здесь съемки фильма. Опять снимается в чем-то, опять за свое. Помогите, меня снимают еще оттуда. Все, я больше не спецагент. Класс. Почему поиск по запросу «программист» выдает фото мужчин? Надо дебажить. Я руковожу отделом качества поиска. Соответственно, занимаюсь тем, что улучшаю качество поиска. Если вы ищете что-нибудь про бегемотика, у вас находится кашалотик, это ко мне. Виноват мой отдел. У меня 66 человек в отделе. Это включая разработчиков и стажеров. Саша, можешь наставить посмотреть, сколько у меня сейчас человек? Серьезно. У нас 21% девочек. Вот, смотрите, подоспела. Внимание, подоспела срочная статистика. 21% девочек. В службе у нас работает около 30 человек, и из них где-то 5 девочек примерно. Конкретно в моей команде женщина только я. Раз, два, три, четыре. Я в Асиаре, тестирование, на бэке, 2 аналитика. 5, 6. 6 точно есть. Получается 6 из 24. В 2013 году, когда я защищала свою кандидатскую диссертацию, которая была посвящена информационным технологиям и тому, как там происходит профессионализация, я не могла найти женщин практически никак. На тот момент это воспринималось нормальной ситуацией, то есть нет женщин, нет данных. Естественно, мне попадались какие-то информантки, но их было очень мало. Общая ситуация говорила о том, что IT — это мужская профессия. Девушек до сих пор в разработке мало. Причем это не только российская, это международная проблема, которую все IT-компании фиксируют. Особенно мало именно в программистских сервисах, именно в программистских отделах. Довольно много девушек в тестировке, довольно много в помогающих службах, но именно разработчиков намного меньше. В среднем в мире сочетание 80/20.
В Яндексе 35% женщин. Среди разработчиков 10%. Программирование, информатика, математика зачастую считаются более мужскими зонами интереса. Эти стереотипы, они даже если ты на самом деле считаешь, что ты думаешь по-другому, мне кажется, эти стереотипы, они все равно живут где-то на подсознании, и они просто вылезают. Что там, как сумму делать? Как сумму делать? Давай посмотрим. Сейчас, у нас вообще альфа и биос сейчас деплоятся. Так, альфа и биос. Я работаю в рекламе, занимаюсь моделями машинного обучения для рекомендательных систем. По сути, то, что мы делаем, смотрим на данные, которые у нас есть, о том, что человек посмотрел или купил какие-то продукты, и пытаемся ему порекомендовать, что ему подойдет, какая реклама, какие услуги. На основе этих данных мы, получается, учим какие-то математические модели. А ты когда-нибудь встречалась с дискриминацией прям по гендерному признаку? Где угодно? При приеме на работу? Я думаю, что я прям с такой вот явной дискриминацией не могу вспомнить, чтобы я встречалась. А с сексизмом? С сексизмом, я думаю, всю жизнь. Я думаю, каждая девушка в своей жизни встречалась с сексизмом, какими-то высказываниями, с недоверием, каким-то удивлением, что ого, ты разработчица настоящая, ничего себе. Наверное, это не очень частая ситуация, когда девушки бэкэнд-разработчики, особенно в инфраструктуре, это, наверное, самое сложное, что можно делать в разработке. Когда я пришла в штат работать младшим разработчиком в маленькую компанию, меня привел руководитель знакомиться с командой. Меня завели в кабинет, сказали: ребята, это наш новый разработчик. Ребята, такие мужчины лет по 35, обернулись и спросили: она? Разработчик? Но на самом деле тот факт, что на тебя как женщину в разработке обращают внимание, это уже говорит о каком-то стереотипном отношении. Если это не воспринимается как норма, если это вызывает какую-то эмоцию, пусть даже приятную, пусть даже какую-то вау-эмоцию, за этим все равно кроется вот это стереотипное отношение, что вау, девушка, а зачем она вообще пришла в программирование, как она здесь оказалась, или какая она крутая, какая она умная, какая она способная, а почему она не должна быть способной? Мне не кажется, что количество мужчин и женщин — это что-то очень важное. То есть для меня, как для многих, наверное, в нашей отрасли, мужчина или женщина — это не важно, это разработчик, это специалист, который выполняет свою работу. У нас действительно есть перекос в сторону мужчин, но мне кажется, что это не то, что должно беспокоить. На самом деле довольно катастрофичная история, потому что она подрывает очень многие вещи, в частности, в обществе. Во-первых, это приводит к тому, что девушки намного меньше зарабатывают, потому что IT-отрасль — это самая прибыльная отрасль в современном мире, и если там всего лишь 1/5 часть или четверть девушек, то мы понимаем, что это приводит к общему дисбалансу. И надо сказать, что ведь вначале это тоже не была очень престижная профессия. Да? Вот то, что мы сейчас называем программированием, вообще-то говоря, в начале этой эпохи было такое довольно скучное, довольно монотонное и не очень понятно, куда ведущее там особо дело. Женщины были операторами перфокарт, работали с вычислительными машинами, делали первые компьютерные программы. Кажется, в 60-х вышла такая первая статья в Космополитен о том, что женщины — программисты от природы. Интересно, как происходит вымывание женщин из сфер, становящихся резко популярными. В какой-то момент это стало настолько сильным, настолько очевидным, что вообще женщины ушли практически из разработки. И сейчас это специальными усилиями IT-компаний начинает преодолеваться, но мы видим, с каким скрипом. Да? Вот мы, собственно, об этом потому и говорим, да, что это на самом деле до сих пор не преодолено. Конечно, чем больше женщин будут идти в эти профессии, тем больше будет кадров, тем больше будет кандидатов, расширится воронка, и это именно то, чего мне, например, очень хотелось бы, да? Потому что много специалистов сейчас уезжает из России, это будет происходить, потому что другие мировые компании, они не дремлят, они хантят наших разработчиков. Мы таким образом создаем возможность
этого кадрового резерва, который позволит нам не провалиться в какой-то момент в черную дыру, да, где мы просто как страна не имеем специалистов-программистов. Мы на каком этаже сейчас? Да, сюда. Все нормально. О, привет. Считаете ли вы, что в IT недостаточно девушек сейчас? Ну, объективно их меньше, да. Считаете ли вы, что это проблема? Проблема? Ой, это очень глобальный вопрос. Ну, наверное, это не очень хорошо, да. Было бы лучше, если бы было ближе к 50. Молодец, правильный ответ. А то опозорил бы меня. Так, идем туда, да. В моей команде происходит самый rocket science в области искусственного интеллекта. Сейчас я работаю в беспилотниках и занимаюсь предсказанием траекторий участников движения. Мы приближаем будущее из научной фантастики. Я знаю лично людей, это не из Яндекса, люди, которые принципиально не нанимают девочек. У разных людей причины. У кого-то причина, что с женщинами есть опасность завести отношения. Кто-то боится декретов. То есть ты наймешь женщину, она уйдет в декрет. Вот такая есть опасность. То есть дискриминация, реально есть. Но я с такой дискриминацией никогда не сталкивалась. Более того, я думаю, что если бы я предложила кому-то из этих людей прийти к ним в команду, вряд ли они бы отказались. То есть как будто бы есть какие-то умные женщины, которые что-то доказали, и окей, им мы так и быть позволим быть в этом мире, а есть какие-то другие женщины, которым все-таки место на кухне и заваркой борщей. Я занимаюсь тем, что руковожу службой тестирования Яндекс.Плюс. Конечно, тестирование — это самая женская все-таки сфера, и девчонок довольно много, и в командах девчонок много. Но у меня точно были раньше эти внутренние установки, и вот я сижу на встрече со своим коллегой, который умный, взрослый мужчина, пытаюсь ему что-то доказать. Как бы я при этом еще внутри в себе говорю: Аня, вообще что ты пытаешься доказать? Он умный, взрослый мужик, а ты кто? Ты девчонка какая-то, согласись и все. А мне нужно по работе доказать, и я думаю, что я права, и мне нужно донести свою точку зрения и прийти нам к какому-то компромиссу. И, конечно, ты вот с этим в голове все равно справляешься так или иначе, и учишься не обращать на это внимание, либо говорить этому своему внутреннему голосу, что да нет, я вроде тоже правильно все говорю, и нечего про это думать. На первом месте работы я достаточно сильно сомневалась в себе из-за того, что я девушка. Ребята-разработчики, которые находились в моей команде под моим руководством, мне всегда казалось, что им немножко стыдно от того, что у них руководитель, программист девушка. Это было достаточно сильное давление, при том, что никто из них не говорил мне об этом. Но мне казалось, что это так. Я всячески старалась работать настолько, на 120-130%, чтобы ребята не жалели о том, что я их руководитель. И еще ребята коммитятся на какую-то, типа профицита что-то, и нам нужно будет дойти до Полевшова и понять, как мы вписываемся в их коммитменты. Мне было страшно с ними поговорить на ту тему, которая меня волновала. У нас была прощальная вечеринка, я их спрашивала: расскажите мне, что серьезно, как бы вам было некомфортно. И они были поражены. То есть для них это было такое: боже мой, что? О чем ты вообще говоришь? Что это за ерунда такая? И для меня это был момент, когда действительно я поняла, что это какие-то страхи внутри моей головы. Наверное, первый момент, когда гендерные вопросы в принципе попали в мою голову, это вечеринка, когда меня начали спрашивать про гендерные вопросы. Когда иностранные коллеги приезжают к нам, мы вместе что-то брейнштормим, общаемся. В конце такого продуктивного дня брейнштормов у нас бывают вечеринки. На такой вечеринке как-то раз меня обступили мужчины и начали спрашивать: не мешает ли мне, например, в карьере, что я женщина? Бывает такое, что ты сидишь в помещении, сидишь, работаешь, что-нибудь делаешь, и все у тебя хорошо, все нормально. И тут кто-то говорит тебе в какой-то момент, что, так лампа шумит. Ужас, бесит.
И ты такой, черт, мигающая, бесящая лампа. И больше уже не можешь отделаться от этой мысли. Мы сейчас говорим о сильно гендерно выраженных каких-то отраслях, в которых больше женщин, а в которых больше мужчин. Но что делать, если туда просто не идут специалисты? Почему девочки, допустим, не рассматривают сферу IT или не рассматривают, ну, грубо говоря, ракетостроение, ну, что-то такое? Все начинается в школе и в детстве. В гендерных исследованиях можно часто встретить понятие leaking pipeline. Это переводится как эффект протекающей трубы. 2/3 девочек мы теряем уже на этапе начальной и средней школы. Девочки уходят из математических классов, девочки не поступают в хорошие математические школы. Если они поступают, они там сталкиваются с серьезным прессингом, и только единицы из единиц действительно могут окончить какой-то серьезный математический трек, а математический трек в школе подразумевает, что вы можете сдать ЕГЭ по этим профильным предметам, поступить уже в хорошие технические вузы, да, которые уже и готовят к IT-карьере. То есть, таким образом, вот эта так называемая труба, да, протекающая труба, она довольно рано начинает протекать. На момент окончания магистратур хороших мы имеем значимо меньше девочек. Если мы посмотрим на конкретные цифры, например, в 2014 году проводилось исследование по результатам ЕГЭ, где стало понятно, что девочки, так же, как и мальчики, хорошо справляются с экзаменами по физике, информатике, биологии и чуть-чуть отстают по результатам по математике. Можно к этому прицепиться, сказать, математика все-таки там дается чуть-чуть тяжелее девочкам, но не совсем так. Есть исследования, которые посвящены конкретно причинам, по которым возникает гендерный разрыв. Норвегия, Швеция, Исландия показывают очень высокий уровень эмансипации. Гендерного разрыва в математике в таких странах гораздо меньше. Страны, где уровень эмансипации ниже, Франция, Италия, гендерный разрыв в математике существенно больше. То есть это исследование 2008 года показало, что чем выше уровень гендерного равенства в стране, тем успешнее девочки в математических дисциплинах. Культура вокруг образования, подготовки, тренинга и вообще всего, что касается разделения на мужчин и женщин в конкретном обществе, влияет на то, как дети учатся, какие результаты они показывают, что на них давляют, от чего зависит их успешность в тех или иных карьерах. А это про Бербер, да? Про Бербер, да. Угу. Ну, короче. Угу. Есть, значит, лист всех Бербер, которые мы с тобой разметили. Это рекиды? Это рекиды, у которых я отрезал FFFF, которые из-за прокачки. Но они не ищутся иначе. В последнее время я руковожу группой аналитики распознавания и смотрения. Мы занимаемся, с одной стороны, аналитикой распознавания. Распознавание — это часть Алисы, которая превращает звук в текст. С другой стороны, занимаемся поддержкой аналитики всего, что связано со смотрением, и в чем есть тоже Алиса. В нашей группе в вышке изначально было, наверное, что-нибудь 40/60, скорее всего. 40 девочек, 40 девочек, да. Ну, либо 30. Ну, то есть девочек где-то 30-40%. Но их было достаточно, на самом деле. Ну, Вот. то есть вообще уже такое нормальное соотношение. Да, девчонки вполне. больше не боятся высшие. Когда ты боишься? Я поступила на ВМК, и я помню, что когда я поступила на ВМК, я туда решила не идти. Я посмотрела по фамилиям, кто прошел, или что-то такое, и там было типа процент девочек, 2% девочек, ну, в общем, очень мало. И меня это был один из факторов, который меня смутил, почему я не пошла туда в итоге. Я из маленького города, город Снежинск, это закрытый город. Там есть специальное производство инженерное, поэтому отчасти, наверное, мне было проще выбирать какую-то техническую специальность, потому что в моей семье все инженеры. С одной стороны, у тебя есть вот это знание того, что твоя мама или твоя тетя работают инженерами, но с другой стороны, некоторые учителя очень странно относились. Учитель говорила, что вот, смотрите, там мальчики, которые занимались там физикой. Вот, смотрите, может быть, сейчас они выглядят как ботаны, но через пару лет будет хороший муж, который будет зарабатывать много денег, будет тебя обеспечивать. Учитель говорила, что вуз расшифровывается как «выйти успешно замуж», по-моему, так.
мне преподаватель на экзамене говорил, что ты секретаршей станешь, зачем вообще ты тут что-то пытаешься сдавать. А были и случаи как бы обратные, но которые на самом деле на то же самое. То есть когда говорили, ой, ну девчонкам я, значит, 3 поставлю за красивые глаза, идите, давайте, все. А мальчиков я поспрашиваю. Любой учитель — это в каком-то смысле воспитатель, разумеется. Если там девочкам все время говорить, что они по математике хуже успевают, мы знаем, что они хуже успевают, всегда хуже успевали. У нас была только одна девочка, которая хорошо сдала ЕГЭ в нашей школе по математике за последние 10 лет, поэтому чего вас вообще вкладывать? Может быть, у какого-то одного человека возникнет протест стихийный, он будет биться за то, чтобы доказать, что это не так. Но, в принципе, если тебе всю жизнь так говорят, это тебе говорят уважаемые, старшие, взрослые, почему ты должен это не верить? Мне не нравится, что есть вот это разделение между мужчинами и женщинами. Типа у девушек предрасположенность к чему-то лучше. Что значит предрасположенность? Не существует Вот да, предрасположенности с точки зрения биологии. Да, какой мозг у кого С точки зрения разный. биологии, да, с точки зрения истории есть. Почему Нет, эволюция? это не так работает. Я не могу отличить генетические предрасположенности от там прочих. От того, как человека воспитали родители, общество, школа, коллеги. Ты все равно можешь прикинуть. Тому факту, что в STEM и в IT женщин меньше, биологического основания мы не найдем. Да, какие-то различия определенно имеют место быть. Анатомические, гормональные, хорошо. На каких-то простых моделях мы даже это можем животных найти. Но сделать из них вывод о том, что женщины обладают худшими математическими способностями, этого сделать нельзя. Потому что это прямое нарушение главного правила и поиска именно каузальной связи, причинно-следственной связи. Это не обязательно является причиной. Это достоверно не значит ничего. Мне кажется, что статистически в моей жизни складывалось так, что девочки могут быть более прилежными, но при этом, если нужно какое-то прям вот мышление очень специфичное, тогда, наверное, у мальчиков оно чаще появляется. И из-за этого, не знаю, какие-нибудь прям супергении, наверное, чаще мальчики, даже если взять количество ученых, мужчин и женщин. Где женщины-ученые, где шахматисты, где великие лауреаты Нобелевских премий, где СИО? Это самый главный аргумент. Если их нету, значит все. Значит, они менее способны к STEM, да, вот это вот Science Technologies, тут математические способности и науки. Имеем ли мы право однозначно при этом утверждать, что кто-то лучше кого-то? Или же это на самом деле самый настоящий нейросексизм? В математических кругах, особенно в олимпиадных, блуждает такая теория, что среди наиболее талантливых людей девочек меньше, чем мальчиков, и что это вот природа так устроена. И это объясняется тем, что гены у мужчин более волатильны, типа женщины ближе к среднему, и у них хвосты у нормального распределения маленькие, а у распределения для мужчин хвосты большие. За счет этого случаются выбросы и в плохую, и в хорошую сторону, которые очень экстремальны. Соответственно, самые экстремальные выбросы — это гениальные люди, если в позитивную сторону. И вот за счет того, что там хвосты шире, за счет этого этих выбросов среди мужчин случается гораздо больше, чем у женщин. Вот классно же звучит, очень правдоподобно, прям супер. И вот многим людям нравится. Хотя на самом деле эти же данные можно объяснять тем, что у нас принципиально по-разному воспитывают мальчиков и девочек. Заградительные меры, которые сейчас существуют в обществе для того, чтобы девушки входили в IT, они до сих пор очень высоки. Даже в детских садах есть такая вещь, как кружки робототехники. Есть такая вещь, как кружки программирования, как кружки по Майнкрафту. Это скорее для мальчиков считается. Да? То есть туда идут девочки, но, тем не менее, существуют некоторые гендерные предиспозиции родителей, которые считают, что девочкам надо заниматься чем? Ну, танцами, рисованием можно, музыкой, может быть, даже каким-то спортом, потому что спорт — это тоже видится как такая важная, интересная карьерная перспектива для девочки. В детстве я вообще откровенно не понимала прикола, почему есть такое разделение девочки и мальчики. Я в садике всех уверяла, что мы не отличаемся.
Мне не нравилось, например, что действительно есть какие-то различия в интересах. Есть журналы про динозавров, журналы про космос, и они обычно всегда там для мальчиков. И все прикольные вещи, они для мальчиков. А для девочек, если есть какие-то журналы, то это обычно про принцесс или мультики про принцесс. И статьи там из разряда «Какое блюдо приготовить?», там, «Как ухаживать за домом?», «Как быть красивой?». Однажды на Новый год я хотела одеться ковбоем, потому что мы договорились с моим другом, что мы пойдем вместе ковбоями. Но родители меня хотели договорить, и чтобы я пошла цветочком. Но в итоге я пошла ковбоем. Ты, может, договорились, ковбой? Девочек поощряют на одно и не поощряют на другое, так же, как мальчиков. Потому что мальчик разбивает коленку, ему говорят, там, перестань, не плачь, что там, ты же мужик, а девочку жалеют. Мальчиков поощряют бегать, драться, девочек не поощряют. Да? Когда мальчики играют в компьютеры, понятно, что у них есть, например, тусовка, которая вокруг компьютеров, они как-то добиваются от родителей, что все-таки им дают играть в Майнкрафт или, не знаю, во что-нибудь по сеточке. А девочки, поскольку более послушные, их воспитывают как более послушных, да, они стараются не нарушать, меньше играть в компьютер, потому что у родителей есть обсессия, что нельзя много компьютерных игр, да? Они меньше в это играют, больше занимаются какими-то другими делами, у них, в принципе, меньше привычка к компьютеру. У подружек у моих не было сначала компьютеров. Была одна, у которой был, но она в нем просто в игрушки играла. Там была игра Кузя. Вот, там такой тролль Кузя, прыгает, что-то бегает. А вот мы с ней периодически там что-то играли в эти игры. А больше ни у кого компьютеров не было. Так что даже и поговорить особо не о чем было. Сложно объяснить, что это такое, если у человека этого нет. Вот, а мне просто любопытно было всегда, я в нем колупалась, поэтому... Как-то мне легко было с компьютерами, вот. Ну и плюс легко было с математикой, поэтому как-то естественно было IT-направление выбрать. Плюс это что-то перспективное с точки зрения карьерной. Какая-то, наверное, за этим стояла материальная перспектива и обеспеченность. А вот что тоже моих родителей беспокоило, чтобы у меня все хорошо было. Если девочку поддерживала и семья, и школа, она, конечно, может и в обычной школе сформировать оценку себя, что я звезда, я справлюсь, я молодец. С этой самооценкой дальше уже ты можешь горы свернуть. А тоже надо еще найти такую семью, которая будет поддерживать свою девочку в математической школе и говорить: слушай, ты станешь великим физиком. Очень мало ролевых моделей, очень мало примеров. И вообще трудно поверить, что твоя девочка станет великим физиком, потому что кроме Софьи Ковалевской тебе ничего на ум-то не приходит. Или там Марии Складовской-Кюри. Но надо понимать, что так построенное ощущение себя – это привилегия. Она не всем досталась. И это то, что по-английски называется check your privilege. Да? Это семья, которая дала ребенку ощущение безопасности, ощущение уверенности в своих силах, ощущение поддержки. И школа, где тоже давали возможность реализоваться, где поддерживали и где верили в этого ребенка. Вот эти две вещи, если они сходятся вместе, то дальше гендерные различия становятся намного менее важны. В школе достаточно сильно ощущается влияние родителей. У меня папа был такой важный, авторитетный человек в семье. Папа был юристом. Нас трое было в семье. Я и у меня еще есть 2 братика. Вот, и мы все смотрели на папу и думали: ой, как здорово, мы будем все юристами, как папа. Вот, но в какой-то момент математика мне просто оказалась ближе. И вот оно как-то так колебалось, но математика пересилила, потому что больше всего удовольствия я получала именно от того, что я решаю задачки. Я относилась к математике как к конфеткам. Но бывает так, что людям нравится сканворды разгадывать, загадки решать. Вот это то же самое. Приходишь к какому-то результату, причем достаточно быстро. Все, 5 в ответе. В ответе 5, черт возьми, подставляешь, еще раз 5. Отлично. Мне с самого раннего детства, в принципе, сначала нравилась математика, потом меня заинтересовало программирование, и это было такое занятие, которое увлекало, и я могла им заниматься очень долгое время, забывая про все остальное на свете. Мне кажется, что программирование, то есть оно очень во многом для меня из этого, когда ты выстраиваешь последовательность действий один с другими, какие-то условия, при которых они выполняются, и при этом пытаешься сделать это каким-то оптимальным образом, так, чтобы были учтены
все кривые условия, там, не впадал условно код в ошибку и так далее. И это прям очень интересно. Ты что-то конструируешь, ну, то есть это прям конструирование для меня вот такое. Мне кажется, люди, которые не занимаются разработкой, не понимают, что это творческая профессия, потому что я часто сталкиваюсь с мнением о том, что код — это либо правильно работает, либо не работает. А на самом деле это не так. То есть, да, язык программирования, в нем есть доля определенности, но это всего лишь инструмент, а то, что ты делаешь, это уже творчество. Я бы это сравнила, наверное, со стихами. То есть ты можешь одними и теми же словами по-разному написать. Как красивее, как лучше. Ты сам выбираешь, как сделать. Это вкус. И вкусы у разработчиков разные. У меня есть тема, которая меня прям бесит. Это то, как все одеваются. Потому что вот я сейчас сижу в open space с юристками, и они такие стильные. И мне рядом с ними комфортно одеваться красиво. А когда все ходят типа в кроссах и в худи, то ты, когда приходишь на каблуке, чувствуешь себя белой вороной. И это как-то некомфортно. Мне, смелости не хватает. Первоначально в Кремниевой долине было инженерное сообщество, преимущественно мужское. Это был реально мужской клуб, такая пацанская тусовка, которые предполагали, что доступ в этот клуб даже на уровне какого-то повседневного взаимодействия для женщин затруднен. Что могли делать женщины в этих обстоятельствах? В принципе, эмпирически до сих пор подтверждаются два способа решать эту проблему для себя, когда вы оказываетесь иным по отношению к вашему окружению. Вы, как женщина, приходите в мужскую тусовку, и либо вы ведете себя более или менее как те, к кому вы приходите, вы ходите на те же тусовки, например, футбольные, вы учитесь срочно играть в кикер, не носите каблуки, юбки и так далее, и всячески пытаетесь мимикрировать под локальное сообщество. Либо вы пытаетесь изменить ситуацию. У меня так это сработало, что я невольно старалась выглядеть, что ли, менее женственно, то есть стараешься так, немного мимикрировать, потому что я, когда пришла в Яндекс, меня поражало то, насколько вокруг там умные ребята, хочется влиться в коллектив, а коллектив, он весь мужской. Я руковожу небольшой командой разработки. Мы делаем инструменты для других разработчиков, которые позволяют им делать, собственно, сервисы такси, еды, лавки, доставки. Мне казалось, что если я вдруг позволю себе выглядеть несколько больше как девочка, то это как-то сразу повлияет на то, как люди будут относиться к моей работе, и ко мне в профессиональном плане. Красивая, значит, не очень умная, значит, вот она только своей красотой пытается чего-то добиться. Думала, что нет, как я накручу волосы и приду на работу, а что подумают, что я какая-то легкомысленная. Если любого ребенка попросить нарисовать свою маму, он нарисует ее, скорее всего, примерно так. Что делает мама? Мама не работает, мама готовит еду, убирает. Это тот образ, который накладывается как обязательство и ожидание со стороны общества на любую женщину соответствующего возраста. Этот феномен называется double burden, двойная нагрузка, когда женщины в обществе, помимо своих карьерных и профессиональных амбиций и траекторий, должны реализовываться еще и в другой домашней сфере. Для сравнения, из других профессий после 35 лет уходит каждая пятая женщина, но из IT каждая вторая. Я ушла из предыдущей команды, из Кадбуста, в декрет. Конечно, страшновато с профессиональной точки зрения. С одной стороны, действительно грустно прощаться с чем-то прекрасным. В этом смысле уходить из предыдущей команды — это так эмоционально для меня было. Но я думала, чем я хочу заниматься. После декрета я приняла решение, что хочу попробовать руками пообучать нейросети. Ой, котик, все хорошо, ты упал? Исследование, проведенное в Дании, показало, как меняется зарплата и доход у женщин и мужчин после появления первого ребенка в семье. Экономическая ситуация индивидуальных мужских карьер практически не меняется с рождением первого ребенка, чего не скажешь о женщинах, которые очень сильно теряют в зарплатах. Даже если вы уходите на самые выгодные условия в декретный отпуск, вы все равно не сохраняете свои 100% зарплаты, потому что у вас есть уже другие неоплачиваемые обязательства.
В моей семье время с ребенком гораздо больше проводит муж. Я считаю, что я компенсирую качество времени, которое я провожу со своим сыном, но в целом по времени провожу меньше. Так гармонично. Ему тоже очень комфортно. Женщине, кажется, все-таки сложнее оставить ребенка кому-то и пойти работать. Все-таки есть мнение, что такая женщина, она почему-то плохая мать. И ты как бы не только выбор внутри себя делаешь, а ты еще и думаешь, а что же, все же подумают, что же все скажут, что ты же, как ты могла, вот, карьеристка какая-то прожженная. В общем, ребенка-то и не подумала. В какой-то момент в конце университета мама меня спросила: Катя, а когда ты выйдешь замуж? Я такая: мам, ты о чем? Вот. А сейчас мама, кстати, ничего у меня и не спрашивает. А у тебя когда-нибудь стоял выбор: семья или работа? Мне кажется, что оказалось, что не очень у меня совмещалась семья с работой. Ну, тут тоже это очень сложный вопрос. Почему? Предполагаю, что я сильнее оптимизировала работу. Вот. То есть я все силы направляла туда. Может быть, это повлияло на то, что семья у меня в итоге распалась. Конечно, есть ситуации, когда партнер ожидает намного большего вовлечения женщины в домашние обязанности, в детей. И это, конечно, может стать барьером. Тут я должна подчеркнуть, что ни количество детей, ни на самом деле семейные обязательства не являются таким барьером, который непреодолим. Наоборот, при совместном решении этих задач, вообще-то говоря, может получиться так, что оба партнера строят блестящую карьеру, и всем от этого лучше. Так и есть, но потом я уменьшаю размерности. У меня потом несколько полносвязных слоев. Размерность уменьшается сразу. Много параметров нужно обучать. Да. Я говорю просто по экспериментам, что я уменьшаю размерность, и ничего страшного не происходит. То есть столько параметров на информацию о позиции, кажется, модели не нужно. Я выбираю книжки для сына. Например, есть книжка одна, в которой быт семьи описан. Но там что происходит? Там мама убирается, мама моет пол, мама поливает цветы, мама готовит обед, а папа приходит с работы с портфелем. Вот так вот. Я считаю, что это ребенку показывать нельзя. Но, наверное, не все родители так делают. Для большинства это норма. У меня сын, да, я воспитываю не девочку, а сына. Каждый раз, когда я слышу, ему кто-то говорит: ты мужик, не плачь. Я в этот момент думаю: ну как? Он же должен поплакать, он же должен как бы выразить свои эмоции. И когда я выбираю ему книги, когда я выбираю ему какие-то игры, это усилие найти такую книгу, такой фильм, где не была бы нарисована девочка, подметающая пол, а мальчик с молотком. Живя в Москве, да, живя в среде там прогрессивных своих подруг, мне все равно нужно узнавать какие-то рекомендации, искать соответствующие книжки, там, сказки, литературу, мультики. И вот у нас с рождения появляются какие-то определенные роли мужчины и женщины. Но есть вопрос про роли мужчины и женщины, есть отдельный вопрос про технические специальности. Это просто еще один стереотип, который тоже вот каким-то таким образом в жизнь девочек приходит. Стереотипы — это нормальная функция человеческого мозга, которая помогает очень в черне описывать реальность, о которой мы знаем мало деталей. При этом, как только человек внимательнее смотрит на некоторый сегмент действительности, он видит, что стереотипы, как правило, малоприменимые, очень упрощают, довольно глупы. Кроме того, накапливается релевантный опыт. Когда люди поработали с какими-то сильными девчонками, разработчицами, они понимают, что вообще-то говоря, так бывает. Вообще у них были такие коллеги. Это немножко нравы меняет потихоньку. Но в целом это, конечно, до сих пор очень большая проблема. Я думаю, что сейчас девочки, воспитываясь в разных семьях, да, и с разными мамами, которые заняты в априори как будто бы мужских профессиях, уже имеют совсем другой взгляд на то, какие профессии женщины могут быть интересны. И, безусловно, мы через 5-10 лет будем видеть совсем другие поколения. У этих поколений будет другое отношение к IT, благодаря тому, что профессия популяризируется, да, и становится престижнее, и больше появляется женщин в разработке, и они становятся примером. Девушкам нового поколения им просто не придется доказывать, что они в чем-то круче. Мне кажется, это главное, что доказывать, что ты можешь быть крутой в программировании или в анализе данных, тебе уже не нужно. Мне кажется, это еще исторический эффект. То есть изначально
Ты говорила про то, что девочек действительно раньше было меньше, сейчас становится все больше. Сейчас даже если вбить на каком-нибудь ютубе видос, связанный с ДС, с машинным обучением и так далее, там довольно много девочек. За 10 лет, что я наблюдаю за этой сферой, ситуация выравнивается. Правда, процент у женщин увеличивается. Здесь я тоже люблю очень пример IT. Я всегда всем рассказываю, что если вы хотите увидеть, что будет происходить в обществе, посмотрите на то, что происходит в IT. Если в IT происходит позитивная динамика на гендерный баланс, то, скорее всего, ее будут подхватывать другие сферы, и тогда это может превратиться в общее движение по гендерному равенству. Так не работает. Короче, нездоровые встречи по средам, Бутово по четвергам, эти лыжи по выходным. А я не слишком быстро разговариваю? Но я тестирую, понимаете, я тестирую на себе, чтобы потом уже можно было безболезненно подключать еще девочек. Вот. Пока мне очень нравится. Ты общаешься с мужчинами. Тоже странно. Что я разговариваю, посмела разговаривать. Не знаю, должно по любви все быть. Что это значит? Правда? Камера? Не, подожди, возможно, он просто покакал. Давайте мы сейчас с вами нарисуем программиста. У меня папа и брат программисты. Серьезно? Да. А ты знаешь девочек, которые могли бы быть программистами, которым нравится математика? Не знаю, но знаю такие, но знаю, что есть такие. У нас есть одна девочка, Арина, она просто обожает решать задачи, там, примеры. Она, просто как будто бы состоит из этой математики. Елисей, кого ты нарисовал сегодня? Это девочка-программист, которая на себя надела клавиатуру, мониторы и мышку, которая у нее летала. Как вы думаете, бывают профессии только для мальчиков и только для девочек? Да. Нет. Для мальчиков бывает доктор, врач, и для девочек тоже. То же самое. И программист тоже для мальчиков? Ага. Это все то же самое. Меня мальчик работает компьютером. Ты думаешь, что программист это мальчик? А если девушка, то это программистка.